Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на сентябрь 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать этот месяц, в котором нас с вами ждет коридор затмений на убывающем лунном цикле. Да, коридор затмений начнется 7 сентября с полнолуния или лунного затмения в Рыбах и закончится 21-22 сентября. Все в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, в западном и восточном, закончится новолунием в Деве, либо солнечным затмением в Деве. Ну что, ребята, а до этого эмоционального периода не буду говорить никакие страшные какие-то вещи. Кармичный коридор затмений, естественно, карма – это результат наших прошлых действий. Естественно, все по-земному мы будем с этим разбираться. Единственное, что скажу, что коридор затмения – это эмоциональный период, поэтому не стоит его бояться. Нужно просто здраво разобраться в своих эмоциях, и тогда все у нас с вами будет хорошо. Но сейчас по порядку, что принесет нам первая неделя сентября, на каких началах мы встретим коридор затмений. И да, дорогие, если вы смотрите этот гороскоп по Солнцу, это гороскоп по декадам, то первая декада тельцов – это те, кто родились в апреле. Вторая декада, кто родился с 1 по 10 мая. Третья декада, кто родился с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда 30 градусов Тельца делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если значок вашего асцендента попадает с 21 по 30 градус Тельца, тогда это третья декада асцендента в Тельце. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. Уже сейчас мы чувствуем, вот, что что-то меняется, что-то грядет, потому что аспекты уже на самом деле работают. У нас из важного, что очень сильно будет влиять как раз-таки на тельцов, ну, во-первых, именно сейчас уже в последних числах августа, конечно же, распадается у нас аспект Венера в оппозиции с Плутоном. Очень важный для вас аспект, потому что появилось желание на этой неделе как минимум нечто большего, больших финансов, как-то ухаживать о себе, больше внимания к себе, потому что Венера ваш управитель единственный и верный, да, поэтому здесь история того, что вам хочется чего-то больше, это абсолютно нормально, потому что Венера не просто в напряженном аспекте с Плутоном, она еще и в потрясающем трении с Сатурном. Это физические земные средства к существованию. Это недвижимость, да, это стабильность, заработок. И в той или иной мере это то, что способствует укреплению нашего такого состояния, да, адекватного. Ну и, конечно же, хочется больше любви в том числе. Венера и про любовь, но здесь еще и Венера в трине с Нептуном. Это тоже такая история хорошая, красивая, интересная. Нам хочется любви, нам хочется чувств, нам хочется эмоций. Но здесь история, которая начинается очень даже такая сказка-ложь. Но с 3 сентября начинает сходиться квадратура Венера с Лилит. И здесь все наши страхи такие выходят на поверхность. Это относится ко всем тельцам, потому что если этот аспект с управителем, то, естественно, все тельцы первой и второй декады, то есть эта эмоция подвластна. То есть здесь, конечно же, нужно таки, ребят, понимать, что страхи к нам с точки зрения наших любовных отношений, наших переживаний, что нам недостаточно нас любят, что не те чувства, как-то вот оно не так проявляется, как хотелось бы, да, знаки внимания, потому что Венера сейчас все-таки во Льве, и это, да, как и мы проявляемся в любви, и как люди по отношению к нам проявляются, это будет волновать всех тельцов в первой и второй неделе сентября в том числе, уже в сам разгар коридора затмений. Поэтому здесь, дорогие, будьте просто аккуратны в своих вот таких желаниях чувствовать больше, потому что здесь страхи выйдут на поверхность с точки зрения любви,
с точки зрения финансов однозначно тоже. Венера это тоже про финансы, но с точки зрения того, как нам хочется жить, комфортно, красиво, роскошно, заслуживаем ли мы ту жизнь, которая у нас и есть, да, или мы считаем, что мы достойны большего, и у нас сейчас очень мало, да, то есть вот такие страхи будут выходить на поверхность, и обостряться они на второй неделе сентября, когда как раз-таки у нас будет точная квадратура на Венеры с Лилит, а в третьей неделе сентября, там, с 13 числа у нас Венера станет в квадратуру с Ураном, когда нам будет казаться, что нас все-таки недостаточно любят, что нам недостаточно тех денег, которые мы зарабатываем. И потом у нас Венера перейдет в Деву, когда мы переключимся от любви к финансам, да, и это та история, особенно еще и Уран в квадратуре с такой земной Венерой, нам будет казаться, так, нам еще и денег недостаточно, и захочется прям рвать и метать, и все наши страхи будут подталкивать нас уйти в свободное плавание, бросить ту стабильность, которая у нас есть, да, это стабильное отношение, ну вот как-то вот нам казалось, показалось, что это не то. Еще раз говорю, что коридор затмений, он будет таким эмоциональным по большей части, и эти качели будут зависеть от нас самих, в том числе, как мы в этом разберемся, потому что если мы понимаем, что это всего лишь наши страхи, но мы разговариваем со второй половинкой, да, в наших отношениях, и тогда это все разрешается. Если мы считаем, что нам недоплачивают на работе, мы, конечно же, можем написать резюме, составить, уйти в свободное плавание, но уходя вот в коридор затмения, это будет больше эмоциональное событие, понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому здесь для того, чтобы сентябрь прошел на более таких аспектах приземленных, да, ровных, нужно адекватно реагировать на все свои действия, да, потому что здесь, кроме этих аспектов, которые я говорю, с первой недели сентября у нас сейчас идет четкая квадратура Марса с Юпитером. Этот аспект. Марс с Юпитером в квадратуре – это конфликтный аспект, когда мы ругаемся, по большей части с близкими, с любимыми, обвиняем их в своей нереализованности, или мы пытаемся кого-то направить на путь истины, хотим, чтобы кто-то что-то делал, больше зарабатывал, но по факту нам и самим-то хотелось бы реализоваться больше, да, то есть это такой конфликтный аспект, который заставляет нас портить жизнь себе, своим близким, но корни его лежат в отсутствии своей реализации. Начните делать то, что вам хочется, что всегда хотели, да, но как-то стеснялись, как-то боялись, да. Найдите свои страхи, которые сидят и не дают двигаться вперед, да. Это будет очень хорошая история. Этот аспект влияет очень хорошо на тельцов второй декады. Если с этим разобраться, да, то получится не испортить себе репутацию, а наоборот понять, что вам хочется расширить свой круг знакомств, связей, вам хочется расширить свою деятельность, да, взять какие-то новые интересные проекты или знания в том числе, потому что здесь у нас все-таки еще такой очень интересный аспект на первую неделю сентября – это Меркурий в квадратуре с Ураном. На кого будет влиять? Будет влиять на тельцов третьей декады. Здесь, ребята, будьте аккуратны, немножко будет чувствоваться такая наэлектризованность, аспект невнимательности, отсутствие концентрации, рассеивание внимания. Будьте аккуратны за рулем, в документах, но при этом это прекрасное время для того, чтобы сложные знания начать усваивать. Здесь, конечно же, очень хорошо должна сложиться история. И для тельцов третьей декады сложно, потому что еще и разворачивается Уран в ретроградное движение 6 сентября, и будет чувствовать такая легкая напряженная история. Для тельцов первой декады будет складываться хорошо, если вы, конечно, будете идти в знания, в коммуникацию, в договорные отношения. Будет получаться хорошо, поэтому здесь, дорогие тельцы первой декады, я вам, конечно же,
говорю, постарайтесь договариваться, потому что у вас здесь все-таки еще и Плутон из Водолея, да, делает квадратуру тельцам первой декады. Это история, когда обстоятельства заставляют расти. Нам кажется, что мы и так уже много сделали, и так уже много достигли, что мы человек бизнеса, да, а если же наоборот нет, вы не брали такие сложные планки, высокие планки, это квадратура Плутона к Солнцу в транзитных картах, это история больших денег, большого бизнеса, становления личности. То есть кто-то скажет, что Плутон опять пришел, меня кошмарит. Нет, ребят, это для того, чтобы вы наоборот подросли. Особенно если вы бизнесмен, то это нужно брать планку выше, тельцы первой декады, говорю вам. А разрушается все то, что не дает дальнейшего роста, развития, что с чем вам не по пути. Это, конечно, сложно принять, да, в моменте, но это нужно, с этим нужно разобраться, и тогда будет получаться хорошо. И нужно брать выше. Тогда будет проживаться это напряжение гораздо проще. Вы скажете, Женя, ну куда уже сложнее и выше, да? Кто-то теряет связи и контакты, кто-то деньги, но это для того, чтобы научиться зарабатывать больше. И как раз-таки первая неделя сентября – это для тельцов первой декады, наоборот, договориться, потому что вот этот аспект Меркурия с Ураном – это история, когда будут резко, кто-то где-то опоздает, что-то случилось, не смог приехать на сделку, как-то поставка не пошла, потому что вот это аспект логистики, коммуникации, и вот это будет не совпадать. Но у тельцов первой декады будет очень хорошо эта история ложиться, если вы будете договариваться. У тельцов третьей декады будет посложнее за счет того, что Уран очень близко и опять вернется. Ребята, тельцы третьей декады, Уран вернется лишь во второй половине октября. Поэтому здесь без паники. Пока он еще до вас не дотягивается. Но моменты с коммуникацией весь сентябрь для тельцов третьей декады – это лучшее, что вы можете сделать для себя. И подъем и рост ваш начнется во второй половине сентября. Там как раз-таки Уран в третьей декад рака, извините, окажется и будет делать потрясающий к вам аспект, да, к Солнцу, к вашему. И да, первая неделя сентября рассказала, что у нас еще во всей этой мощной истории, да, самое такое сильное и интересное, что будет влиять еще на тельцов третьей декады, это Сатурн. Наш любимый Сатурн, который заставляет нас быть цельными, да, быть ценными, понимать свою ценность физическую, ценность своего труда, становиться как личность, как профессионал, то есть брать на себя ответственность, иметь почву под ногами. Конечно, вы мне скажете, Женя, здесь Уран как бы возвращается, какая вообще почва под ногами, да? Но, тем не менее, дорогие мои, здесь Сатурн у нас с 1 сентября, он в ретроградном движении с июля, да? Но с 1 сентября Сатурн у нас возвращается в третью декаду рыб, и будет делать потрясающий аспект. Вот он как раз-таки будет спасать, пока Уран вернется, вот как раз-таки тельцам третьей декады. Но Сатурн будет делать потрясающий аспект для сохранения. То есть если вы хотите все-таки приобрести недвижимость, новую работу себе найти, вот сентябрь как раз-таки тельцы третьей декады вот сюда. Уран еще не вернется, не будет вот этой финальной петли. По большому-то счету сейчас вот у нас, ну это я расскажу в осеннем гороскопе для всех, да, сразу после сентябрьских выйдут осенние на 3 месяца гороскопы, и как раз-таки вот осень и зима 2025-2026 года – это история, вот последние 1,5 года мы жили, да, вот эта вот история такая передела, да, нашей жизни, изменений нашей жизни, да, и вот как раз-таки это финальная петля всех планет, которые вот перемещались туда-сюда, обратно. И вот сейчас мы же там уже научились за эти 1,5 года, да, к этим встряскам, которые были в прошлую осень, да, что было весной 2025, да, мы уже с этим вроде как мы уже с этим поиграли, но сейчас финальная петля вот этих планет. И сентябрь по большей части, да, это такая история, которая, вот если мы эмоционально не раскисаем,
то мы поднимаемся выше, и осень вот так вот проплываем все вот эти события, потому что нам уже понятно, мы уже знаем, что так мы это все-таки не доделали, но страха уже нет. Здесь мы уже прекрасно понимаем, что нужно сделать вот так, и силы внутренние есть. И я реально, ребята, вам говорю, что вот Сатурн, он возвращается в рыбы, и тельцам третьей декады это очень сильно на руку, он как бы поможет к тому моменту, когда Уран 22 октября, по-моему, да, если я точно помню дату, снова вернется в Тельцы третьей декады, поэтому здесь, ребята, я не скажу, что нужно сильно волноваться, нужно потихонечку начинать как-то по-новому жить, внедрять нечто новое в работе, креатив, творчество, вот эта вот вся история. И тогда коридор затмений, про который я сейчас начну говорить для всех, пройдет не таким уж эмоциональным, как про него все говорят. Я прекрасно понимаю, что мне уже написали и спрашивают: Женя, что там будет, что там будет в сентябре. Да, ребята, нормально все будет, если мы адекватно реагируем. То есть мы как минимум все выживем, мы с этим справимся. Да, какие-то трудности. Если эмоционально мы понимаем, что этот момент начинается, вот стрясочка начинается там с 7 сентября, да, начинается у нас лунное затмение, полнолуние, в рыбах открывается коридор затмений, и заканчивается он 21-22 сентября, в зависимости от полушария, где мы живем, да, и 22 сентября у нас осеннее равноденствие, очень эмоциональный день, и все, пару денечков там вот эти все аспекты, которые будут нас выбивать из колеи всех, они уходят. И финальная неделя сентября, то есть если мы настроились на вот эти эмоциональные качели, мы прекрасно понимаем, что где-то есть нестабильность, и здесь как-то нужно по-другому переиграть, то мы прекрасно вообще спокойно запускаем свою астрономическую осень. 22 сентября идем себе, живем прекрасно просто до декабря. И даже январь у нас точно так же на вот этих аспектах очень мощный. Январь в этом году, ребят, забегая вперед, просто потрясающий для большой, мощной, я говорю, за какой-то глобальной реализации. Очень много силы в этом январе, но здесь нужно подготавливаться к этому сейчас. В январе очень много силы и еще очень сильный коридор затмений с 17 февраля 2026 года по 3 марта. Понимаете, ускоряется жизнь. Так вот, ну что, 7 сентября запускается у нас коридор затмений. И да, у нас в этот день на момент точная квадратура Марса с Юпитером влияет потрясающе на тельцов второй декады. Вы либо улучшаете свою жизнь, да, либо сожалеете, переживаете, ругаетесь со своими близкими. Также тельцы второй декады. Здесь в оппозиции Лилит из Скорпиона ваши страхи, вы либо с ними боретесь, да, почему вы топчетесь на месте, не идете вперед, потому что после коридора затмений Лилит и Юпитер, они переходят к третьей декаде тельцов и начинают спрашивать с них, понимаете, да, третья декада тельцов, до конца 2025 года Лилит проходит солнышко каждого тельца третьей декады, там и Сатурн, там и Уран, то есть, понимаете, да, вопрос такой, зафиналить вот эту сложную историю, которая длилась 1,5 года, с ней попрощаться, либо выйти на новый уровень, если вам кажется, что жизнь как-то сильно разрушается, да, это просто эмоции, усталости накопленные, да, вот такое с нами. Мы просто люди, да, понятное дело, что мы реагируем, это нас и отличает от животных, у нас есть вот такие вот эмоции, да, и это нормально, да, то есть нужно это в себе принимать. И да, 7 сентября у нас вот такой конфликтный аспект, плюс Венера в точной квадратуре с Лилит, поэтому здесь тельцы второй и третьей декады прекрасно понимаете, что страхи выходят на поверхность в отношениях, в финансах в том числе, да, тельцы первой декады, ваши страхи, осознание по поводу того, что еще же здесь Плутон в квадратуре, это ваш самый большой, можно так сказать, страх. Знаете, вам скажу, очень хорошо подходит фраза: не бойтесь, что не получится, бойтесь, что не попробуете. Вот это очень важная фраза для тельцов первой декады, потому что Плутон всегда к нам лоялен, когда мы берем эти нагрузки, да, то есть и здесь Солнце к Плутону, идите на переговоры. Здесь и Меркурий вам говорит, что нужно идти в переговоры, нужно договариваться, нужно делать больше, нужно не пасовать, не сдаваться ни в коем случае, никак. Потому что у нас
под конец коридора затмений, дорогие тельцы первой декады, у нас сложится такой очень мощный аспект. 100% вы с ним жили и его переживали. Это был ноябрь 2024, но там была оппозиция. А конец апреля 2025 там была оппозиция Марса с Плутоном. Очень сильно чувствовали эту историю тельцы первой декады. Поднимите руки, отпишитесь, скажите, как проходили ваши эмоции, какие события случались. И да, и вот в этот коридор затмений под его финал сложится квадратура Марса с Плутоном, но уже на оси весы Водолей, и, естественно, будет тельцам первой декады прям очень сильно понятно, потому что с весов будет Марс уходить в Скорпиона, и Марс будет делать оппозицию точно, ну, то есть к тельцам первой декады, понимаете, и Плутон, и Марс, то есть это аспект агрессии, либо волевых усилий, то есть аспект конфликтов, когда мы можем переругаться, но я всегда говорю, что вот эти аспекты, их нужно конвертировать не в разрушение, не в ругань, а в внутреннюю силу. То есть Марс, управитель Овна, потрясающее его качество не ругаться, а, знаете, никогда не сдаваться. То есть если вы не будете сдаваться и будете понимать, что это для того, чтобы поднять вас на новый уровень финансовый, на ваш новый уровень переговоров, на ваш новый уровень стабильности, потому что тельцы первой декады вы родились в апреле. И эта история очень сильно напоминает овновскую историю. То есть здесь еще у вас очень много огня. Поэтому здесь, дорогие, я не скажу, что эта история для разрушения, она для становления. И конец сентября у вас, кстати, тельцы первой декады будет ярче, чем у второй и третьей декады. Просто потому что вам нужно пойти еще выше. И да, в коридор затмений у нас начинают вот эти истории работать. Вторая неделя сентября и неделя с 7 по 13 сентября у нас, конечно же, я уже сказала, Венера с Лилит, Юпитер с Марсом уже расходится, вот этот конфликтный аспект, и с 13 с 14 сентября у нас кто на арене? У нас на арене, конечно же, начинает съезжаться, это третья неделя сентября, Марс с Плутоном уже начинает по чуть-чуть для тельцов первой декады события подгружаться на новый уровень. Это раз, и ни в коем случае нельзя бояться. Для тельцов второй декады здесь, конечно же, нужно понимать, Венера как раз-таки переключается с квадратуры Лилит на квадратуру с Ураном, да, и этот момент, когда страхи, что вы будете с ними делать, вы дадите им действие, или вы, ну, то есть разрушающее ли будет это действие в ваших отношениях рабочих, личных, любовных, да, или вы все-таки переключитесь на Юпитер, который делает потрясающий аспект тельцам второй декады, то есть пойдете все-таки в рост, смыслы для себя определенные найдете. Это вторая часть коридора затмений, да, и для тельцов третьей декады здесь, конечно же, Уран, Венера, либо вы рушите отношения, связанные с вашей второй половинкой, потому что здесь напрямую будет влиять на вас аспект разводов. Венера в квадратуре с Ураном. Здесь, конечно же, нужно таки понимать, что Лилит все-таки переходит в третью декаду Скорпиона, и третья декада Тельцы начинают очень таки сильно волноваться, а вдруг это не мой партнер, а вдруг это вообще не мое. Особенно здесь еще и управитель ваш, да, в таком огне будет ощущение, что жизнь вообще мне не принадлежит, я хочу все начать с чистого листа, но будьте все-таки аккуратны. Здесь будет к вам уже подтягивается Юпитер, и будет еще сентябрь и октябрь, до того, как уйдет в ноябре в ретроградное движение, да, Юпитер, он будет в третьей декаде Рака делать потрясающий секстиль тельцам третьей декады. Здесь будет такое позитивное все-таки настроение, желание расширить горизонты, все не рушить. Постарайтесь не начинать с нуля, разрушая всю свою жизнь.
постарайтесь внедрить вот здесь сейчас, в этих отношениях нечто новое, в этой работе новые проекты. Если вы занимаетесь своим бизнесом, новую какую-то историю постарайтесь включить, потому что уран очень хорошо компенсируется чем-то новым, да, новым, интересным, изобретательным подходом. Сложные знания освоить, в том числе, тоже будет очень хорошо получаться. И да, ребят, у нас очень сильно будет эмоционально закончиться коридор затмений, там, да, 21-22 сентября для тельцов третьей декады. Здесь очень множество будет таких историй, переживаний, любовных, внутренних осознаний, что я как-то остановился на месте, что я как-то не иду вперед, не развиваюсь, и мне хочется вот такого масштаба, хочется, чтобы меня поняли. Ну и внедряйте, внедряйте, разговаривайте со своей второй половинкой, если мы говорим про любовные отношения, да, и я думаю, ваш партнер прекрасно вас поймет. И если у вас уже есть проблемы в отношениях, решайте это. Если у вас на работе, понимаете, насколько ваша работа удовлетворяет ваше внутреннее состояние, какие навыки, таланты вы там реализовываете, какая часть вашей души там кайфует. Если такое внутреннее ощущение подтверждения, что достойно оплачена ли ваша работа, да, если, конечно же, что-то вас не устраивает, то постарайтесь не уходить в закат, потому что очень сильно будет такая история работать, уйти в закат, я устал, я ухожу, но трезвые принятые решения, потому что у нас коридор затмений заканчивается на новолунии в Деве. И это все будет в третьей декаде Дев, и будет очень хорошо, если вы трезво будете относиться к своей жизни и понимать, что сейчас уйти в закат вы не можете. Потому что на что вы будете жить, да, на что будет вообще лежать, как-то у вас же тоже есть ответственность, да. И это такая история, дорогие тельцы третьей декады. Если вы будете ответственно подходить ко всем своим вопросам в жизни, которые случатся, тогда все будет по законам мира очень даже хорошо случиться. Здесь важно зрело смотреть, без иллюзий, с ответственностью, потому что очень хорошие моменты все-таки для вас открываются с переходом все-таки Сатурна в третью декаду рыб, да, очень хорошие с начала сентября истории покупки своей недвижимости, обретения хорошего социального статуса, то есть узаконить отношения любовные, партнерские тоже хорошо, но подождитесь, пока Венера распадется с Ураном, это буквально, вот знаете, с 27 сентября вот уже все. 27 сентября уже не будет этого аспекта, но прекрасный будет хороший аспект от Солнца, от Сатурна к Солнцу в ваших транзитных картах, тельцы третьей декады. Здесь очень хорошая история будет складываться. Поэтому, конечно же, есть история того, что не надо наломать дров, не надо. То есть всегда, когда хочется вот так все бросить, уйти, обнулиться, подумайте об ответственности, о зрелых решениях и что будет после. Потому что аспект, неделю он длится, да. Венера, она быстро проходит, быстрее, чем Марс, и тем более уж Юпитер и Сатурн. Сатурн надольше заземляет и дает нам все-таки движение вперед, да, расширяет наши вот такие границы. И да, дорогие, хочу сказать, что после вот этого коридора затмений еще несколько дней до 25-го будет вот такое послевкусие. 26-27 распадается и Венера-Уран. И распадается уже история, связанная у нас с Лили, да. Остается у Лили только потрясающий трин с Юпитером. Что еще хочу сказать? У нас в финал коридора затмения остается на небе и складывается квадратура Марса с Плутоном. И эта история, я уже говорила в видео, очень полезно все-таки. Вы мне скажете, нет, я не хочу, я устал. Дорогие, это не я так решила, я вам только озвучиваю. Марс Плутон, с Плутоном в квадратуре это аспект силы, и здесь нужно договариваться, брать новые горизонты, понимать, что вы достойны, что вы справитесь, и вы сможете. И я реально вам говорю, что вы справитесь, и вы сможете. И буквально финальная неделя сентября, и уже в октябре даже Марс с Плутоном не будет таким четким, понимаете?
Здесь история все-таки на то, чтобы проявить свою силу. Марс с Плутоном будет работать с 13 сентября до конца месяца, всего лишь 2 недели. Поэтому постарайтесь максимально внедрить много, мощно, не побояться новой планки, ну и, естественно, результат будет гораздо сильнее. При этом, если вы все-таки думаете, что как-то сложно эмоционально будет коридор затмений с финансами, да, чтобы тростиночку себе подложить, скажу вам так. Кто смотрит меня давно, прекрасно знает, что с 22 июля у нас на небе случилась такая большая мощная конфигурация, которая позволяет нам зарабатывать большие деньги. К тельцам и первой, и третьей декады это очень сильно хорошо относится, потому что здесь есть прямые аспекты как раз-таки, да, от Плутона, Сатурна, Нептуна и Урана, да, то есть все высшие планеты говорят вам, что нужно работать мощно и подниматься. То есть эта конфигурация с нами будет до конца 2025 года. И то, как мы войдем в сентябрь и проживем этот эмоциональный период, зависит от нас самих, ребят. Поэтому здесь, если есть трудности, не пасуйте, не сдавайтесь. Сейчас скажете, что по тельцам второй декады. Весь сентябрь к вам потрясающая лояльная конфигурация. Это Юпитер в трине с Лилит и в тринах на северный кармический узел. То есть эта история очень мощно ложится на тельцов второй декады. То есть если вы все свои амбиции, свои страхи, в них разберетесь, упакуете их как надо, то все свои страхи, переживания и мысли о хорошей жизни, о поездках, о переезде, о новых знаниях, о расширении семьи, да, потому что у нас все-таки Юпитер идет по раку, это про семью, про семейственность однозначно. То есть если вы все свои страхи переборете, то в сентябре вы можете очень много чего сделать. То есть все то, что я сказала сейчас по части Юпитера, да, плюс обзавестись семьей, обзавестись как раз-таки новыми членами семьи, да, по крайней мере, начать думать в этом направлении, обзавестись недвижимостью, расширению семьи, жилплощади в том числе, улучшение уровня своей жизни тельцы второй декады. Если перебороть свои страхи. Опять же, потому что Лилит находится сейчас в сентябре еще в оппозиции к тельцам второй декады. Если ваши страхи сильнее вас, и вы не сделаете никаких попыток, ну тогда с ноября Юпитер возвращается, и скажу, что зиму с начала 2026 года, первые 3 месяца 2026 года Юпитер будет снова во второй декаде рака и делать будет опять такой же добродушный аспект тельцам второй декады. Там будет еще одна попытка. Но если сейчас справиться и положить зачатки, тогда там уже будет подъем еще больше. Понимаете, о чем я говорю? Что каждое наше промедление и все вот эти наши эмоциональные качели, они нам дорого просто обходятся, да. Поэтому здесь мы теряем возможности, а время – это невосполнимый ресурс. Мы можем вернуть деньги, мы можем наверстать что-то, но мы никогда не вернем время, понимаете? И время – деньги. Хотим мы это думать или нет, но для тельца это всегда было и будет так. Поэтому, да, мои дорогие, не утопайте в эмоциях, делайте как можно больше приземленных, продуктивных действий, тогда будет потрясающий просто сентябрь, и вы мне по итогу напишите и скажете, что это был классный месяц, хорошо, что пошли вперед, потому что очень много сил. Ну что, дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях, при этом пишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп я рассказала по декадам, но у каждого он все-таки будет свой, потому что мы живем в разных местах. Мы с разным бэкграундом сюда пришли. У нас разные навыки наработаны у всех, и у всех разные натальные карты, и это обязательно нужно учитывать. Солнце не светит всем одинаково. Это факт. И да, ребят, по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите и примите верное решение. И да, я с вами прощаюсь до следующего. Увидимся. Желаю потрясающего месяца. Пока-пока.